Если ты давно хотел снимать качественный контент и все никак не мог подобрать нужный девайс для своего смартфона, чтобы было удобно брать с собой, быстро начинать снимать важный и интересный момент, и штатив сразу в подарок шел бы. А еще бы он был умный и мог сам тебя снимать, когда нет рядом друзей. Так вот, складной дизайн, быстрый старт, режим ожидания, вес всего 400 граммов, удобный хват, надежные моторы, управление одной рукой, кнопка курок, обновленный Active Track 3.0, который следит за твоими движениями и предугадывает их. Управление жестами, зарядка смартфона, и это все DJI Osmo Mobile 3 Combo. Примеры съемки двух популярных смартфонов, с ним и без него, разумеется, будут в ролике. Tube 874, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Много конкурсов, условия которых в описании, и также много девайсов, которые я тестирую по несколько месяцев. Да, у меня несколько стабилизаторов, и лично я за хардкор и картинку «Вырви глаз» с вибрациями. Но, возможно, кому-то нравится снимать красиво, и меня постоянно спрашивают про стабилизаторы. Так вот, старенький DJI Osmo Mobile 3, который можно с лютой скидкой купить на каждом углу, как раз лучший по мне претендент на вашу первую игрушку для стабилизации видео. Да, 4-я серия уже тоже появилась, но на нее цена космос. Начнем. Набор. Сюда входит помимо непосредственного стабилизатора для смартфона еще и жесткий транспортировочный кейс. Плюс тренога, которая крепится на дно стабилизатора для того, чтобы можно было его ставить вместе с телефоном. К слову, ее можно вообще продать отдельно за $15. Она здесь прям очень сильно хороша. Далее идет шнурок, чтобы носить на руке, на запястье, мешочек и кабель для зарядки USB-C. Наборы бывают разные, но этот самый распространенный. По сравнению с предыдущими версиями DJI Osmo Mobile 2 и DJI Osmo Mobile 1, девайс стал намного компактнее, хотя на руках я их не имел, но спеки в интернете я великолепно сравнил. Теперь, в отличие от тех версий, его можно складывать, причем в сложенном состоянии он надежно зафиксирован. Хотя, с другой стороны, имеется люфт подвижной части, есть еще другие минусы. Также есть ограничения по весу смартфона, всего 230 граммов, и размером самого телефона. Но стабилизатор справляется с весом смартфона iPhone 11 Pro Max в чехле свободно, когда суммарный вес чехла плюс смартфона получается 350 граммов. То есть он, в принципе, может стабилизировать даже больший вес. Другое дело, что с таким объемом телефона крепеж не удерживает его надежно, и есть риск просто разбить свой смартфон. Трехосевой стабилизатор имеет бесщеточные двигатели, которые быстро и плавно компенсируют нежелательные движения камеры и, соответственно, вибрацию при съемке. Работает это дело по мне как часики. Для зарядки стабилизатора используется USB-C, плюс есть отдельный USB-A разъем для того, чтобы смартфон, на который вы снимаете, тоже мог заряжаться от стабилизатора, хотя аккумулятор не такой большой для полноценной зарядки, я бы это дело не использовал. На панели находится шкала уровня заряда аккумулятора, джойстик управления движениями подвеса, кнопка спуска затвора, пуска и остановки записи и функциональная кнопка, она же кнопка питания. Кстати, при двойном нажатии на нее меняется горизонтальное положение камеры на вертикальное и наоборот. Сбоку от панели имеется джойстик приближения, но работает он только через приложение DJI Mimo. По размерам девайс спокойно можно кинуть в сумку или рюкзак и отправиться снимать плавные видео на телефон. Процесс калибровки здесь упрощен. Достаточно разместить телефон в держателе таким образом, чтобы он держался ровно и не перевешивал ни одну из сторон. Правда, стоит учитывать, что при такой простой конструкции калибровать придется его постоянно перед каждым использованием. И я бы сказал, это эпичный фейл, тогда как DJI Osmo Mobile первой версии оставался откалиброванным даже в сложенном состоянии. С другой стороны, он был довольно габаритный. Также есть специальное отверстие для закрепления противовесов, если в этом будет необходимость. Ручка стала эргономичнее, держать в руке стало его удобнее. Сделана она из практичного матового пластика, а под руку имеется прорезиненная вставка. Все подвижные элементы выполнены качественно и мягко. По тактильным ощущениям все просто супер, как и внешка, если честно. Раскладывается DJI Osmo Mobile 3 очень просто. Здесь есть стрелочки, указывающие направление камеры. Удобно, что когда телефон закреплен на стабилизаторе, в горизонтальном положении ничего не мешает подключить Lightning микрофон, и мы можем записывать видео с очень хорошим звуком и очень плавной картинкой. Но только в горизонтальном положении. В вертикальном это все не пройдет. Все мешает. Active Track 3.0 понимает, где у вас голова, плечи, туловище. Он способен находить объект в течение 3 секунд после утери, а также может следовать за объектом, предугадывая его траекторию. И это реально так и есть. Справляется лучше многих стоковых программ в смартфонах. Зажимая курок, включаете режим Lock. При этом, совершая движение рукой, смартфон замирает в одном положении. При активированном режиме Active Track одним нажатием мы нажимаем и прекращаем его использование.
При двойном нажатии происходит центровка подвеса. При тройном традиционно переключаемся между основной и фронтальной камерой. Для работы вам понадобится приложение DJI Mimo. Для того, чтобы его скачать, достаточно перейти по QR-коду, который указан на коробке, и загрузить на ваш смартфон приложение или просто в поиске забить. Есть он на iOS-системах и на Android. Открыть приложение, создать аккаунт DJI, если такового у вас нет, потом на главной странице в левом верхнем углу нажать на иконку камеры, включить Bluetooth, после чего в поиске найти сам стабилизатор и активировать его уже по дальнейшей инструкции. Обязательно, конечно же, обновить прошивку. В приложении присутствует функция автоматической калибровки, она займет около минуты. После того, как телефон и аксессуары оказались на стабилизаторе, устанавливаем его на ровную поверхность и включаем калибровку. Запись видео лучше проводить через приложение, которое является социальной сетью, в которой можно делиться фотографиями и видео, тогда нам будут доступны все возможные функции девайса, нежели просто через камеру телефона. Но я обязан вас предупредить, что приложение иногда слетает и глючит, что может подвести в самый неподходящий момент. Возможности приложения очень разнообразны. Справа фото, видео, замедленная съемка, таймлапс и хайпер-таймлапс. В верхнем углу галереи переключение с передней камеры на фронталку. Слева наверху идут чередой иконки. Уровень заряда стадикама, смартфона и состояние вспышки. Сбоку настройки. Для новичков подходит автомат, а продвинутые пользователи могут в мануале выстраивать выдержку, ISO и частоту. Но мне кажется, вы его не для мануала покупаете. Разрешение и частота кадров, ретушь селфи. В вашей власти будут размеры лица и глаз, качество кожи и цвет. Вкладка с 3 пунктами для настройки стабилизатора под ваши задачи. Это общие стабилизаторы видео. Во вкладке «Стабилизатор» можно включить спортивный режим. Заряжается стабилизатор почти 2 часа, зарядка на 5 вольт 2 ампера. Фактически 10 ватт это вообще ни о чем. Аккумулятор объемом 2450 мАч. Если заранее откалибровать стадикам, то он поддерживает около 15 часов в режиме ожидания или 2,5 часа съемки без перерыва. Поддерживает все актуальные смартфоны на рынке, встроенный модуль Bluetooth версии 5.0. По ссылке в описании к видео девайс стоит обычно в районе $100 с бесплатной доставкой, но на него часто бывают скидки, как на Али, так и в российском ритейле. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал с промокодами по ссылке в прикрепленном комментарии. На стабилизаторы очень часто бывают скидки. Да и именные промики на Алиэкспрессе перед каждой распродажей тоже всегда полезная вещь. С другой стороны, практически в каждом телефоне уже встроена функция стабилизации видео. Вот вам пример съемки с помощью этого девайса с 2 разными телефонами, популярными телефонами. Резюмирую, DJI Osmo Mobile 3 по факту и отзывам лучший трехосевой стабилизатор для смартфона. Что они делают еще, это Ronin и Ronin S, Steadicam для полупрофессиональных и профессиональных камер. И используется он для крупных проектов, можете везде про это прочитать. Они также делают стабилизаторы камер для своих дронов, которые также считаются лучшими. В данном случае получилось очень даже неплохо и очень даже удобно. И я не скажу, что дорого. Плюс в комбо-наборе есть тренога, и можно ставить его и снимать таймлапсы и прочее. Лично я продолжу идти по пути хардкора и вряд ли буду снимать на такую штуковину. Скорее на камеры перейду с телефонов. Но если у вас контент с подвижным лицом, я бы начал подбирать подобные гаджеты однозначно. Особенно если вы что-то вообще экшен еще снимаете. Или попросил кого-нибудь такую поюзать. Да, для экшена, наверное, лучше GoPro 8 какую-нибудь купить. Старенькую. Спасибо за просмотр. Девайсу однозначно да. Пишем, что еще купить для обзора. Смотрим обязательно в описании и участвуем в конкурсах, потому что разыгрываются 5 Mi Band 6 серии, робот-пылесос и помимо этого всего еще и колонка. Девайсу да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.